же мне делать? Мой самолет улетает уже через 3 дня, а я так и не успел отснять новый ролик. Кто-то должен сделать обзор вместо меня. Эй, оператор, я бы хотел попросить у тебя помощь. Займи мне $300, а то на лечение не хватает. Майк Афтон, знал бы ты, насколько вовремя ты здесь появился. Ты так идеально подходишь для той роли, чтобы сделать ролик вместо меня. Если ты выполнишь свою часть сделки, то я дам тебе деньги. Ну, допустим. Вот и отлично. Какого черта? Это что еще за розыгрыш? Спокойно, Майк. Эти аниматроники сейчас в мирном режиме, они тебя ни за что не тронут. Так ведь? Ну, короче, держи камеру и записывай обзор на этих персонажей. Я знаю, ты с ними знаком достаточно близко, это тебе не составит особого труда. А по поводу своего голоса не беспокойся, я его легко потом отредактирую на компьютере. Хорошо, и кто из вас хочет, чтобы на него первым сделали обзор? Мы с Бонбоном будем первыми. Данная минифигурка Funtime Freddy, которая вышла всего лишь месяц назад, по сути является ремейком предыдущей своей версии с Алиэкспресса, которая выходила полгода назад. И хоть разница в принтах на руках, ногах и торсике не сильно заметна, разница в форме головы бросается в глаза сразу же. Вы посмотрите, как прекрасно выполнена эта голова. Что сегментация, что принты между зубов. И помимо прочего, у этой минифигурки Funtime Freddy, в отличие от старой версии, есть также сегменты на спине. А у старой версии минифигурок почему-то на спине была странная точка, о которой мы поговорим позже. И самое главное, в комплекте к этому Funtime Freddy идет Бонбон! Мы так долго ждали, что появилась лего-версия Бонбона. Нет, конечно, в официальных наборах Макфарлен Бонбона тоже клали в набор, но... камон. Бонбон садится на руку Funtime Freddy не самым наилучшим образом. К сожалению, здесь китайцы хоть и сделали минифигурку Бонбона такой, чтобы она насаживалась на руку любому персонажу, но не добавили никаких зазубрин, чтобы она садилась и держалась достаточно хорошо. Если присобачить руку Funtime Freddy на пластилин к предплечью, то Бонбон сидит в отличной позе, прямо как в игре, поэтому претензии отпадают. Однако есть у меня один вопрос к китайцам. Что вы сделали с руками Бонбона? И я вам советую, как только вы получите эту минифигурку, сразу же приклейте руки Бонбона, потому что они очень легко вынимаются и их невероятно легко потерять. А в чем смысл моего существования? Ты должна убивать людей и приносить их души мне. Вот только не трогай никого из моей семьи. Вот так? Нет, бэйби, это была моя дочь. Так? Нет, бэйби, это был мой сын. Так. Бэйби, блин, какого черта? Знакомьтесь, цирковая Бубылда. Эта минифигурка цирковой Бэйби, по сути, тоже является ремейком своей предыдущей версии с Алиэкспресса. К сожалению, я вам ее показать не могу по той причине, что я ее разобрал на кастомы. Тем не менее, разница здесь видна. Принты на туловище у цирковой Бэйби стали более вытянутые и менее детализированные. Также пропала детализация и принты с боковой стороны торсика. Но зато появилась, наконец, адекватная форма головы. Видны мини-ложбинки, которые создаются вместе соприкасания сегментов лица, что спереди, что сзади. Но в комплекте, к сожалению, не идет микрофона. Но, в принципе, это не страшно. Мне рассказывали, что ты боишься яркого света. Новая минифигурка Funtime Foxy, по сути, тоже является ремейком своей прошлой версии, которая вышла полгода назад. Как вы можете заметить, стали более насыщенные цвета розового, который превратился больше в фиолетовый, и также принты больше напоминают игровую версию, похожая на оригинал. Прекрасная форма головы, однако есть и один минус. У старой версии хвостик был материальный, а у новой версии это принт. Даже не знаю, что сказать. Если вы играли в Sister Vacation, то вы прекрасно знаете, что хвост у Funtime Foxy был не просто металлической безделушкой, а специальным устройством с усыпляющим газом внутри. Это помогало Funtime Foxy ловить больше детей и приносить Уильяму Афтону. А здесь мы видим принт. Ну, видимо, усыпляющий газ тоже будет напечатан. Тем не менее, я считаю, что минифигурка прекрасна. Скучно, посмотрю-ка телек, что у нас там есть. Все равно скучно.
Эх, как же сейчас будут кричать от радости 13-летней девочки, которая фанатеет по неканоничным персонажам. Нет, разумеется, мне Лоубит тоже нравится, хоть и не является она полноценным персонажем и появлялась лишь в FNAF World как неиграбельный персонаж и как один из атакующих неканоничных персонажей в кастомной ночи в Sister Vacation. Тем не менее, вы можете заметить, что они с новым Funtime Foxy практически полностью идентичны, поэтому добавлять нечего. Правда, хвост повернут в этот раз в левую сторону, а не в правую. Но это незначительная разница. Настало время тупых экспериментов. Что ты такое? Почему тебя сделали? Почему не Балору? Тем не менее, эта фигурка хоть и не имеет права на существование, но существует. Та же перекрашенная версия Funtime Freddy с желтыми оттенками. Но есть и у фигурки и свой плюс. К ней в комплекте также идет Бон-Бон, только... не Бон-Бон. Знакомьтесь, это Боннет. Да, она тоже неканоничный персонаж, как и Лоубит. И является полной копией Бон-Бона, но только, скажем так, его женская версия. Микрофигурка Боннет дается в руку мини-фигурке непонятного желтого Funtime Freddy, и у нее абсолютно такие же проблемы, как у обычного Бон-Бона. Поэтому просто приклейте ей руки в следующий раз, а то потеряете, как я. А, нет, руку я нашел, все в порядке. Эх, вот бы у меня была своя кожа. Вот бы у меня был свой скелет. Лицо этого эндоскелета как мут по жизни. Не, я, конечно, все понимаю. Вы пытались сделать эндоскелета худым, но... Во-первых, зачем? Если уже есть вот эта версия эндоскелета. Старая как мир, но при этом хорошая, прекрасная. У нее отсоединяются уши, чтобы у нее была эндоскелетная голова, как у Энда из первой части. Она хорошо пропечатана и больше от нее ничего не требуется. Что это? Почему глаза по форме как яйцо? Почему сзади так плоско? Зачем принты деталей? Почему не дать ему тело железного скелета? Ну почему? Я не знаю, зачем этот эндоскелет существует и пригодится ли он когда-нибудь мне вообще. Ха-ха, ну ты и уродец. С такой внешностью к тебе ни один ребенок в жизни не подойдет. А с твоей внешностью ни одна девочка тебе в жизни не подойдет. Гнилой, вонючий уродец. И вновь Боунбой. Боже, в который раз я уже вижу похожую мини-фигурку. Табличка. Как вы можете заметить, в отличие от предыдущей версии, это единичная литая деталь, которая до этого никогда не встречалась. У старой версии Боунбоя это были две разные детали. Также можно заметить, что в этот раз ножки Боунбоя сделали подвижными. Также, если у вас достаточно зоркий глаз, вы можете заметить, что воздушный шарик теперь сделан не из двух одинаковых полушарий, а из чаши и полушария. И эта техника сборки шариков Лего мне нравится гораздо больше, ибо у этого Боунбоя шарик достаточно легко ломается при падении на пол. Также можно заметить, что голова у Боунбоя стала более рельефная, более выразительная, однако недостаточно хорошо пропечатаны принты, где соединяются его волосы и шляпка. Отец, я знаю, что ты внутри. Давай снимай этот идиотский костюм. Вообще-то я здесь, Майк. А кто тогда? За свою жизнь я видел немало лего-анимаций по FNAF, и во всех, абсолютно всех из них, даже в моих, мини-фигурка Спринг Бонни всегда выглядела максимально упоротой. Поэтому китайцы подумали, чтобы нам не выпустить Спринг Бонни, и это было отличным решением. Теперь у нас есть два самых первых аниматроника, появившихся во вселенной FNAF. Пружинные и абсолютно на все 100% безопасные аниматрохи. У мини-фигурки Спринг Бонни нету каких-либо особых отличительных деталей. Голова вообще, по сути, является перекрашенной версией головы обычного Бонни. Обидно только, что мини-фигурки Спринг Бонни так и не дали ничего в руки. Абсолютно ничего. Я понимаю, если бы дали микрофон, но тут не дали даже нож. У меня есть, конечно же, лего-ножи, которыми я готов поделиться со Спринг Бонни, но, блин, чем больше ножей, тем лучше, разве нет? Ах, да, я вам вначале обещал рассказать, почему у старых мини-фигурок аниматроников были такие странные точки за спиной. И, скорее всего, проблема заключается в том, что те китайцы, которые создавали первую партию Funtime аниматроников, просто подчастую слезали все дизайны с существующих фигурок по игре Sister Vacation. А как мы знаем, у тех за спиной находилась такая маленькая точка, чтобы нажимать, и был свет из груди, зачем, не знаю. И поэтому то же самое сделали с этими беднягами. Итак, цирк уродцев собран воедино. И несмотря на то, что эти мини-фигурки мне очень нравятся, за исключением тебя, Эндо, то все-таки мне немного грустно от того, что китайцы сделали уже дважды Funtime аниматроников и ни разу не сделали Эннарда, и ни разу не сделали Балору. Учитывая, что это два ключевых персонажа в истории игры Sister Vacation. Я надеюсь, вам обзор понравился, и надеюсь, он вам оказался полезным, и я надеюсь, что меня отпустят живым отсюда. Ай! Зато не да! А теперь давай деньги. Держи!
А с вами приятно иметь дело. Аривидерчи.